Всем привет! Вы на канале BioBlog. Те, кто более-менее знаком с ОРР, знают, что основным элементом игры и торговли в проекте это карты футболистов. В предыдущих видео я говорил о том, как покупать карты на аукционе и на вторичном рынке. Ссылку вы сейчас можете видеть на экране. Но какие карточки бывают и какова их стоимость? Именно о видах и основных параметрах карт я сегодня и поговорю. Поэтому садитесь поудобней, а мы начинаем. На сегодняшний день в проекте существует 5 разновидностей карт. Это белые, желтые, красные, синие и черные карты. Они отличаются по применимости в турнирах и соответственно в ценности. Начну с белых Common карт. Данные карты дают на старте, и по большому счету эти карты не представляют никакой ценности, ведь их нельзя ни купить, ни продать, так как эти карты не являются NFT активом. Тем не менее, они нужны для игры. А именно для того, чтобы участвовать ими в турнире для новичков, Casual дивизионе. Более подробно об этом и других турнирах вы можете узнать в видео в правом углу. Еще одна возможность использования белых карт – это заявлять их в тренировке для прокачки опыта. Особенно это касается голкиперов. Они на трансферном рынке дороже полевых футболистов. И для того, чтобы дополнительно не тратиться на вратарей в комплектации команды, белые их карты отлично подойдут. Идем дальше и рассмотрим карты, которые можно уже и купить, и продать. Желтые, или как они называются в Sorare, Limited, или же ограниченные, самые дешевые из платных карт на проекте в данный момент. На каждого футболиста их будет до 1000 штук за сезон. Тем не менее, начать полноценно играть стало дешевле, что отлично для новичков. Для них создали дополнительные 5-е дивизионы во всех турнирах. Аукционы начинаются примерно с полуевро, а играющего футболиста можно купить начиная с 5 евро. Еще один вид карт – это красные. Редкие карты. На каждого футболиста их выпускается до 100 штук за сезон. Аукционы начинаются примерно с 5 евро. Купить карты футболистов, стабильно выходящих в основе, можно ориентировочно с 50 евро. Но порой карты топовых игроков могут достигать цены и в несколько тысяч евро. Супер редкие, синего цвета. Они выпускаются до 10 карт на футболистов каждый сезон. Аукционы по ним стартуют с 50 евро, а играющие карты можно приобрести начиная со 150 евро. Отмечу, что у синих карт плюс 20% к очкам игрока каждый матч. Это дает неплохое преимущество перед красными, ведь в некоторых турнирах можно играть как красными, редкими картами, так и синими, супер редкими. И последний вид карт – черные, уникальные. Топ-карты проекта, лишь по одной карте на футболиста в сезон. Черные карты уже имеют бонус в виде 40% очков. Это дает преимущество над красными и синими, так как есть дивизионы, где можно использовать все виды карт. Также этими картами можно участвовать в дополнительных уникальных дивизионах, где за первое место приз 3 эфириума, а также карта игрока. Цена уникальных карт на аукционе начинается от 500 евро. Ну вот мы и познакомились с картами, теперь расскажу об информации внутри каждой карты. Отмечу, что на Sorare для каждого игрока существует страница с профилем выбранного футболиста, а также страницы для каждой карты этого футболиста по отдельности. Сейчас станет все понятно. Так вот, переходим на страницу карты, для этого просто кликаем на нее. В появившемся окне мы опять же видим дизайн самой карты. Каждый сезон он разный, поэтому понять, какого года карта можно не только по цифрам, но и по ее виду. Ниже более подробная информация, а именно фамилия и имя, над которыми кружок с числом. Это средний показатель набранных очков в последних 5 встречах у футболиста. Рядом находятся проценты бонуса, то есть, например, набрал футболист 50 очков и у него 5% бонус. В итоге он получит 50 своих очков плюс 5% от 50, что составляет 2,5 балла, и в итоге получится в копилку к нам пойдет 52,5 балла. Это я имею в виду баллы, которые наша карта наберет в турнирах. Формируется бонус из нескольких составляющих.
Бонус сезона. Если карта была выпущена в текущем сезоне, то добавляется 5% к общему бонусу до тех пор, пока не будет выпущена карта следующего сезона. Если игрок переходит в команду, которая не лицензирована в Sorare, то он получает бонус дополнительно на сезон, так как новые его карты печататься не будут, либо до момента получения лицензии нового клуба, в который игрок перешел. Бонус опыта. Чем больше карточка задействована в турнирах или тренировках, тем больше опыт будет у карты. Именно поэтому и нужно собирать свои составы на тренировке, если нет возможности заявить на основные турниры. И, наконец, третий дополнительный вид бонуса, который зависит от того, в каком дивизионе вы играете. Это бонус за редкость. О нем я упоминал ранее. Кратко повторюсь. На синие суперредкие карты плюс 20% бонуса, на черные уникальные плюс 40% бонуса. Отмечу, что в некоторых турнирах можно играть разными видами карт, поэтому бонусные проценты бывает становятся одним из ключевых значений в распределении призовых мест. Вот из-за этих основных компонентов в сумме и собирается бонус. Немного правее от бонусных процентов находятся особые метки, которых, кстати, может и не быть. Например, это темно-синяя некая шестеренка с числом 23, которая обозначает, что карта может быть задействована в турнире, где допускается играть только карточкам тех футболистов, которым позволено играть в турнире Ю-23. Стоит отметить, что администрация проекта считает возраст на момент 1 июля. Если до 1 июля футболисту не исполнилось 24 года, то он может продолжать играть в турнирах Ю-23. Если ему уже 24 года на момент 1 июля, то он уже не может играть. Сразу под фамилией и именем находятся два значения. Первое – это сезон, в котором выпущена карта. Второе – редкость карты с серийным номером. После этого идет небольшой блок с возможностью сделать ставку на игрока. Если это аукцион, и возможностью сделать предложение или купить карту сразу, если это вторичный рынок. На этом особо останавливаться не буду, подробно об этом вы можете посмотреть на канале. Затем идет блок с последними выступлениями игрока, а именно когда был матч у команды футболиста, кто был соперником и в скобках указано, где проходил матч, дома и соответственно в гостях, а вот уже чуть ниже числа в кружочках, которые показывают, сколько очков игрок набрал в той или иной встрече. Если стоит DNP, значит футболист просто не выходил на поле по различным причинам, будь то травма, дисквалификация, остался на скамейке запасных или не попал в заявку из-за чего-то другого. А вот дальше идет интересный блок под названием «Атрибуты карточки». Слева в черном квадрате мы видим процент бонуса. По большому счету это дублирование значения бонуса, который показан выше. Правее в верхнем ряду расположено три показателя, первый из которых уровень. Как мы видим, максимальный уровень это 20. Уровень карты это не что иное, как бонус опыта, где каждый уровень это плюс 0,5% к опыту, то есть на первом уровне это как раз плюс 0,5%. Например, на 8 уровне это уже 4%, на 20 максимальном количество бонусов опыта 10%. Постоянно играющая карта за один сезон набирает примерно 10 уровень, а за следующие 2 сезона переходит на 20 уровень, это средние значения. Теперь расскажу, как увеличить уровень. Он повышается за счет набранного опыта, который в свою очередь дается в том случае, когда вы заявляете эту карту в любой турнир или тренировку. То есть за каждое определенное набранное количество опыта дается соответствующий уровень. Например, чтобы получить первый уровень, нужно набрать 100 очков опыта, а вот уже за 5 уровень нужно набрать 900 очков. Формула расчета очков опыта следующая. Минимально, если все игроки не играли, 75 очков опыта каждому. В противном случае сумма всех набранных очков делится на 5 и умножается на скрытый бонус Sorare, который администрация не раскрывает, но максимальное количество на одного игрока это 250 очков опыта. Всю таблицу уровней вы можете найти в хелпе на сайте Sorare. Отмечу лишь, что при трансфере карты от одного менеджера к другому количество опыта уменьшается вдвое и уровень начинает соответствовать новому значению опыта. Итак, идем дальше.
Крайним правым показателем в верхнем ряду блока это редкость. В нижнем ряду клуб, в котором играл футболист на момент выпуска карты, сезон, где указано, когда карта выпущена, и серийный номер относительно общего количества таких карт. Следующий блок – номер карточки на блокчейне. Каждой карте присвоен свой номер, ведь не забываем, что Sorare – это блокчейн-проект. Далее идет история транзакций карты. Здесь мы можем увидеть всю трансферную историю карты на проекте, где указана цена покупки, если это не прямое предложение или подарочное, когда и кем была куплена эта карта. И последний блок – сопутствующие страницы. По большому счету это навигация. Довольно удобно, если хотим посмотреть на профиль самого футболиста или команды, где он играет. Далее предлагаю также пробежаться и по странице футболиста. Итак, нажимаем на игрока и переходим в его профиль. Страница похожа на страницу карты, но со своими дополнениями. В верхней части слева от фото игрока мы видим фамилию и имя, а также игровую позицию, номер, клуб, гражданство, возраст с уточненной датой рождения и кнопкой отслеживания, нажав на которую в дальнейшем вам будет проще найти футболиста. Справа в этом же блоке продублирован клуб, а также лига, в котором этот клуб играет, и дата, когда футболист перешел в свою текущую команду. Далее идут две вкладки. В первой мы видим последние результаты, так же как и в профиле карты, количество выпущенных карт, где можно посмотреть количество карт всех сезонов или какого-то в отдельности. Ниже идет расписание последующих 3 матчей, а правее статистика выступлений игрока по сезонам. Затем идет довольно интересный блок «Прошлые игры» подробно, где расписано, за что были начислены баллы в последних 5 матчах. Просто нажимаем на матчи, а затем, чтобы посмотреть полную статистику, нажимаем «Посмотреть всю статистику». Ну и последний блок на этой вкладке «Трансферы». Подробно. Здесь небольшая трансферная история переходов футболиста, в том числе и из молодежных команд в основную. Еще отображены результативные действия футболиста, что может также быть полезным при подборе карты. Перейдем во второй вкладке «Карточки». Здесь мы можем увидеть все карты выбранного футболиста. Отлично подходит, если вы планируете приобрести карту этого игрока, ведь можно выставить фильтр по своему желанию, редкость карты, сезон и тому подобное. А также отсортировать по самой низкой цене, и все самые выгодные предложения окажутся сверху. Только помним, что зеленые кнопки «Купить» – это вторичный рынок, а синие – ставка – это аукцион, и это очень и очень важно. Что ж, теперь вы можете посмотреть всю основную информацию о футболисте и его карточках, поэтому подбирайте себе интересных футболистов, покупайте их и играйте в турниры Sorare. А также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. И, конечно же, поделитесь этим видео с друзьями, чтобы они тоже смогли узнать подробнее о Sorare. Пока!